Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Что скоро и что неожиданно? Давайте узнаем. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет в ближайшее время, в ближайшие дни? Что вас ждет в ближайшем будущем? И с чем это будет связано? Или с кем? И вначале у нас карты пасьянса. Давайте посмотрим, что нам подскажут эти маленькие карты. Никогда не знаешь, что совпадет. И, может быть, это будут как раз те события, которыми вам доведется заниматься в ближайшие дни. Ориентировочно это до 3 недель. Плюс-минус, мы все разные. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад, личная история каждого из вас, мои дорогие тельцы, не расскажет. Но я надеюсь, что подсказки какие-то будут, и мы с вами проведем приятное время. Я вас хочу пригласить на свой сайт Астро Испирационе. Ссылка будет под видео, и вы можете с главной страницы выбрать нужную статью, интересующую. Там есть статьи по психологии, есть и гороскопы. Сверьте свое расписание с расписанием звезд. Смотрим, что у вас совпадает. Что там для тельцов? Скоро и неожиданно. Не вижу я совпадения в первом ряду. Пойдем с вами дальше. Документы, важные бумаги. Подписание, возможно, каких-то соглашений. Конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть что-то как в цифровом виде. Но больше пасьянс говорит о том, что тут сургучная как печать. Скорее всего, бумага какая-то есть или какой-то важный документ. И время у нас такое. Для вас это очень важное время, мои дорогие, потому что Уран вернулся для последних штрихов и аккордов в ваш знак. И сейчас пока это у нас ретро-движение, то есть это что-то хорошо знакомое, старое. Это может быть как ваша мечта или ваше намерение, цель, о чем вы думали, но потом, возможно, отказались, передумали. Вот здесь опять придется что-то передумывать, потому что ретро-уран – это всегда с приставкой что-то переделать, реорганизовать, трансформировать. И это могут быть как и отношения, так и ваши дела. Вот больше уверенности у вас будет. Может быть, какой-то важный документ, когда уже эта уверенность вами достигнута. Это якорь. Словно по судьбе, мои дорогие. Какой-то судьбоносный момент. Может быть, дай бог, это действительно важная бумага, которую вы либо ждали, или ждали осуществления пусть какого-то дела, важных согласований, важных встреч, контактов. И прежде либо это затягивалось, либо по какой-то причине у вас не было инструментов, ресурсов, времени, ну, чего-то там, да, или согласований с нужными людьми не было. Вот здесь как раз у вас что-то и получается. И, скорее всего, это, как мы говорим, по судьбе, судьбоносное событие или какой-то момент, как, может быть, даже переломный. Вы с чем-то определитесь, потому что все же значение якоря дает нам определенный базис или чувство уверенности, конечно, но, тем не менее, тут какие-то более серьезные вопросы дважды, потому что, мои дорогие, у вас Солнце, выбор правильного направления. Тут действительно какое-то судьбоносное событие, которое может перекликаться как и с официальными какими-то документами, контактами, источниками, соглашениями, но точно так же это будет касаться вашей личной жизни. Карта семейного счастья, точнее значение, подкова, семейное счастье. И это означает, что это могут быть вопросы, которые связаны с вашей семьей, с вашей личной жизнью. У кого что, у кого-то с детьми, у кого-то, может быть, это именно любовная история, продолжение отношений, что-то как пересмотр. Но это буквально вопросы места жительства, место вашего пребывания, стены, да, если мы говорим семейное счастье. Это и те, кто внутри, но и буквально эти стены тоже означает. Поэтому тут к Солнцу, тут решение каких-то очень важных вопросов, таких основополагающих. И это где-то будет в ближайшие дни, мои дорогие. Значит, мы взяли где-то ракурс на 3 недели. Ну, понятно, плюс-минус. Планетарно я могу сказать, что вот если я делаю этот расклад в ноябре, ну, где-то до конца ноября
прогресс какой-то может быть. Или шаг за шагом у вас будет что-то проясняться. Будьте готовы к тому, что самые последние дни ноября, там наоборот может, это за счет планетарных транзитов, может что-то как приостановиться. Но тогда первая половина декабря, там все равно пойдут какие-то, ну, как подвижки, да, или какое-то продолжение. И со второй половины декабря там тоже возможна пауза. И к каким-то темам вы вернетесь еще и в январе. Будьте к этому готовы, потому что ретро-уран в вашем знаке до 4 февраля. Вот уже с 5 февраля уран в вашем знаке, но в директном прямом движении, когда больше определенности порядка. Поэтому я ведь и говорю иногда, когда выпадает значение Солнца, траектория 6-8 месяцев. Поэтому тут, наверное, не только 3 недели, вот с такой оговоркой могут быть события. Закрытый путь. Но вы и сами тут что-то можете переиграть. Куда-то не пойти, не отправиться, отложить. Может быть, к примеру, в ближайшие дни вы узнаете какую-то новость, а вы уже что-то распланировали. И, ну, как невозможность куда-то поехать, именно потому как, ну, сдвигаются сроки в каком-то ином деле. Может быть, вы будете даже в сроках что-то пересматривать, или какую-то поездку, или, ну, какой-то ваш проект. Может быть, это не всегда ведь это со знаком минус. Это когда вы можете что-то довести до ума и поставить в этом точку, мои дорогие. Вот у кого-то проиграется так. Именно как закрытый путь в каком-то вопросе, потому что очень много добрых значений у вас выпадает. Это как раз до точки, до ясности, ведь Солнце – это ясность, поэтому тут у вас что-то прояснится. И посмотрите, вот интересно, да, такие 3 значения. Солнце, семейное счастье и буквально домашний очаг. Это наш дом, место пребывания. Но почему я говорю, что придется пересматривать? Будьте просто где-то эмоционально к этому готовы. Вот явно у вас есть тревога. Вы, может быть, уже какое-то дело начали, да? Вот смотрите. Мечи – это тревога. Это не есть что-то в материальном мире конкретное. Это наше мироощущение. Значит, есть и переживания, сомнения. Получится и не получится. У вас все получится, но, скорее всего, корректировать планы вам придется. И, может быть, вот эта тревога, прежде чем, вот вроде бы и якорь, да, вроде проясняется какая-то тема или вопрос, но, наверное, не на 100%, мои дорогие. Будьте к этому тоже готовы, потому что череп – это где-то сродни вот этим мечам, это наше переживание. То есть еще что-то будет вами продолжено, что-то вы завершите, и, может быть, какой-то путь или вопрос, да, поставили точку. И это одновременно как точка невозврата к чему-то, потому что это уже доведено до ума. И означает одновременно новую точку отсчета. Это будет продолжен какой-то иной план, по которому вы можете переживать, получится, не получится. Ну вот как-то так может быть. Но опять же, это, знаете, ну не изводите себя, так и хочется сказать, потому что ведь реальность-то она как бы другая, а вот мироощущение нам каких-то сомнений добавляет. Вот посмотрите, тут вам как по судьбе исполнение желания. Корабль в нашем пасьянсе именно исполнение желания. Поездки, переезды, ну и один из символов Меркурия в целом говорит перемены в вашей жизни. Но это со знаком плюс. Но, может быть, не все идет ровно так, как вы это себе представляли, с какими-то нюансами, с какой-то коррекцией. Просто будьте к этому готовы. Ну и кто предупрежден, тот вооружен, мои дорогие. Смотрю, что мы можем еще с вами соединить в нашем пасьянсе. Мы можем соединить карты, которые в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. У вас есть скрытый враг, маска. Не рассказывайте о себе много. Вот, кстати, я могу предположить, потому что как бы вот, ну, вот эта позиция, да, в самом начале, где-то рядом эти карты. Может быть, это вы закрываете каким-то скрытым врагам путь. Как раз, если много не рассказываете, не делитесь своими планами, понимаете? Счастье и удача любят тишину. Вот если вы уже мысленно, как мыслеобраз какой-то отправили в пространство, как аффирмация, визуализация, то не проговаривайте это с другими людьми.
Потому что иногда даже те люди, к которым мы хорошо относимся, или иногда наши близкие, близкие все равно, хоть мы их и очень любим, но мы ведь все разные. И пусть это наши дети или, как нам кажется, мы хорошо знаем этих людей. Но иногда, увы, бывают такие метаморфозы. Человек все равно это как отдельная личность. И что происходит в его душе, мы до конца не знаем. И поэтому, чтобы чьих-то измышлизмов не добавилось к вашей мечте, чтобы где-то там в невидимом пространстве не помешало построить правильную конфигурацию осуществления вашего намерения или вашей цели. Для вас это имеет значение. Потому что, знаете, вам есть какая-то персона, которая, ну, правда, может, вот, ничего не говоря, тем не менее, неосторожными фразами или какой-то человек, который транслирует одно, все-таки маска, а поступает как-то по-другому. Ну, какие-то палки в колеса все-таки может вставлять, я это вижу. Поскольку у нас месяц, да, совпадает, это тоже сомнение. И иногда месяц, луна, мы как раз можем говорить, что это могут быть те люди, которым мы доверяем. Видимо, в этот период жизни, мои дорогие тельцы, будьте-ка вы более осмотрительны. Ну, у кого-то это просто как сомнение проигрывается, а у кого-то этот момент может как раз-таки и совпадать. И я, пока с вами говорила, просматриваю, что мы еще можем соединить. И вы знаете, надеяться тут надо на самого себя. Вот правда. Тогда у вас больше получится. Это точно. Ну и самому держать эту маску за пазухой. Иногда просто молчание творит чудеса. Ладно, пойдем с вами дальше. Так что ж там скоро и неожиданно из разряда того, что тельцы вообще не ждут? Или ждут, но в каком-то новом, может быть, эквиваленте? Или думают, что завершили какое-то дело? А тут какая-то трансформация, может быть, и возникнет. И так, что скоро, неожиданно, или как событие, или новость, информация. И что прояснится по этому поводу? В чем вы поставили точку, мои дорогие тельцы? Все-таки у нас ретро, да, и это уже какой-то возврат. Так вот, в чем вы поставили точку? А это вернется. С чем или с кем это будет связано? Что вам как раз придется переделать из разряда того, что вы уже знаете, что вам знакомо. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Но давайте сначала, что же там скоро и неожиданно. Но если мы по этой колоде карт судим, то тут буквально какая-то поездка, но тут уход как из прежнего русла жизни, безусловно, потому что по десятке жезлов мы что-то завершаем. Много работы будет. Я не могу сказать, что это для вас неожиданно, но, может быть, знаете, вы уже, опять же, построили какие-то планы, и есть те темы, я такое могу предположить, где-то мы об этом говорили, сроки сдвигаются, и вам нужно сделать что-то быстрее. Вы это думали сделать, допустим, через неделю, а вам придется делать это прямо сейчас. Вот это будет неожиданно. Есть какая-то у вас активность или работа, может быть, да, или согласование, когда вам именно придется этим заниматься неожиданно. Вы могли себе что-то распланировать и уже даже где-то наметить отдых. Или тут усталость идет по этой карте. Вот эта усталость тоже может быть неожиданно, как навалилась. Может быть, а у вас, я так предполагаю, предыдущий период был связан как раз, когда было много труда, много работы. И усталость все-таки о себе уже прежде давала знать. Тогда приготовьтесь к тому, что словно, ну, знаете, нельзя чего-то отмахнуться. Может быть, завершить это нужно именно сейчас. Может быть, это каким-то образом те вопросы, которые будут оказывать влияние на закрытие какой-то темы. Отложите на потом, а потом другие энергии. Потом, как вроде что-то упустил. Но для вас неожиданным может быть такой момент, что вам придется думать о самом себе. Вы включились в какие-то вопросы и, может быть, даже что-то просчитали по работе, по деньгам. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и сама по себе конфигурация, откуда к нам приходят деньги.
И вот здесь вам, как в спорте, поднажать в конце придется. Вот это может быть неожиданно. Поэтому правильно распределяйте нагрузку. Это правда. С чем это связано? Какие темы? Правда, у кого-то поездка, отъезд, переезд или смена работы, смена графика жизни, смена вообще планов каких-то, мои дорогие. Здесь мы идем налегке. Вообще по восьмерке чаш мы пытаемся решить какую-то проблему, может быть, дилемму. Мы долго ищем выход, но мы его находим. Но девушка наша, смотрите, она именно идет налегке. И то, что прежде нас согревало, да, вот этот искусственный домашний очаг, правда, у кого-то вопросы будут по части жилья решаться. И, может быть, собирались в одно место, поедете в другое. Собирались, допустим, переезжать куда-то, да, а тут как-то будут тоже коррекция в планах или в местах вашего переезда. И вот мы идем, тем не менее, от этого искусственного огня к натуральному светилу, мои дорогие. Путь к солнцу, у вас солнце выпало. Ну, в общем, нам говорят, что это какое-то будет вами решение и решимость. Вы сумеете это преодолеть, это однозначно. Вот неожиданно. И я больше тут вижу, что тут либо дистанция как расстояние, либо дистанция по времени, которая будет требовать вашей концентрации и много работы. Хотя вы уже себе что-то запланировали иное. Но праздник будет, вы сумеете это преодолеть, это точно. Будут и какие-то взаимодействия с людьми. И, видимо, вам на этом пути нужно быть очень внимательным, кому вы доверяете. Маска у вас уже выпала. Хотя я не исключаю, что и вам придется договариваться и искать какие-то альтернативные варианты. Но в какой-то теме праздник будет. А что это вообще такое? Вот не говорит ведь ни одна карта. По королеве мечей это ваше абсолютно какое-то однозначное решение, подписание каких-то важных бумаг, когда вы что-то могли задумать, и правда, вы даже и прежде о чем-то не говорили, или вы кому-то сказали, но вскользь. Возможно, вы вели уже какие-то переговоры. Здесь может быть неожиданно та, ну, как проблема, может быть, даже, да, о которой вы думали, пытались решить. Или вы предвидели, что возникнет какая-то проблема, исходя из того, что вам, ну, где-то знакомо было. Какая-то мысль сама по себе не нова, но развитие событий, правда, по дистанции, по времени или по расстоянию здесь меняется, когда вы вынуждены надеяться на самого себя. И, может быть, это будет как раз означать, что какие-то вопросы, которые касаются юриспруденции, юридических консультаций, составления важных бумаг, у кого-то могут присоединиться, правда, поездки, переезды, согласования, много активности. И вот, знаете, холодная голова. Здесь именно решается у вас что-то не только на уровне желаний и эмоций. Тут наоборот никаких эмоций. Тут какое-то конкретное дело, конкретная задумка. Сдвигается по времени и пространству. Что прояснится? Император. Как нужно правильно что-то осуществлять по закону, потому что император – символ власти. Когда вы сами можете создать или составить, или, ну, может быть, переписать, да, все-таки ретро-уран. Мы тут можем и трансформировать. Это будет означать какая-то, допустим, тема для вас и не нова, но вам придется перезаключить договоры, контракты, соглашения, подписать или переписать какие-то документы. Но это будет именно связано с позицией закона власти, много официальных лиц. Может быть, вам придется посещать этих официальных лиц, иными словами, чиновники, ну, какие-то учреждения, организации, что-то состыковывать, действовать по закону. Но в целом, если мы говорим, что прояснится, но это можно сказать, как действительно что-то судьбоносное для вас, потому что старший аркан говорит о том, что для вас будет очень важно. Ну, как соблюсти закон, мои дорогие, тогда отчасти и он вас будет тоже где-то беречь. Может быть, с учетом королевы мечей, обладать больше информацией по части, в принципе, в зависимости от планов, как в отношении вас работает закон.
Может быть, где-то и соломки себе подстелить тоже стоит. Хотя ни одна карта не говорит об этом, но с учетом того, что дальновидность по королеве мечей абсолютно точно идет, поэтому что-то вам нужно предвидеть как минимум на пару шагов вперед, с чем это связано. А это с чем-то до боли знакомым. Может быть, это, кстати, человек. Вот что прояснится? Тут какие-то отношения могут проясниться по императору. Может быть, это и личная жизнь. И трансформация как отношений, да, перевод отношений на новый уровень. Но тогда тут не все просто. Тут явно было какое-то разочарование, разбитое сердце, как будто израненное сердце. Вот на этой колоде карт нам показано, сердце уже не болит, уже шрамы. Его как будто заштопали, оно уже не кровоточит. Но когда-то был вот этот сгусток боли, когда нам хотелось кричать от несправедливости, от душевной боли или сердечных каких-то переживаний. Мы не могли с этим согласиться, но мы вынуждены были это принять. Это было на уровне людей. Либо это было какая-то история, когда, может быть, мои дорогие, справедливость была на вашей стороне, но ну, каким-то образом буква закона или какие-то подзаконные акты для вас работали со знаком минус. И вы долгое время не могли понять вообще, как это так произошло, ничто не предвещало. Вот именно что-то не предвещало. Вы когда-то строили планы, и вдруг они разрушились. У кого-то это именно будет касаться каких-то важных бумаг, согласований, документов, а у кого-то личной жизни. Так вот теперь у нас уже это сердце не болит, уже не кровоточат эти раны, уже все отболело, отгорело. Но вот приходит момент, когда вам это нужно трансформировать куда-то со знаком плюс. Именно основываясь на своем каком-то печальном опыте. У вас теперь благодаря вот именно этому опыту сильная позиция, как ни странно. Может быть, с течением времени люди поменялись, обстоятельства поменялось. Или, знаете, как у людей в жизни произошло что-то такое, что их тоже трансформировало и изменило. И это будет оказывать влияние на вашу жизнь тоже. Или буквально изменились какие-то законы. И тут как-то нужно с вами разойтись красиво, может быть так. Но здесь именно что-то, то, что вы оставили в прошлом, вот сейчас мы увидим, а теперь это как будто вам возвращается и проясняется. Личная какая-то история. Может быть, она связана именно с любовью, любовной историей. Может быть, это как трансформация сама по себе, самих по себе, точнее, отношений, вашей истории именно любви. И, может быть, тогда император это будет говорить, ну, к примеру, иногда такое бывает о вашем близком человеке, ну, который в таких жестковатых энергиях, непримиримых. Может быть, это вот у него произошли в жизни события, даже пусть это будет связано с человеком, которого вы хорошо знаете. Но, значит, нехорошо знаете, что-то там у него такое в жизни происходит или как-то вот складывается так события, что они его тоже меняют. А что это для вас? Пара. Тут какой-то союз, это точно. Может быть и примирение. Перевод отношений на новый уровень. Конечно, это может касаться супругов, пары и именно историю любви. Но, вы знаете, тут может быть и между родственниками как примирение. Вот почему нет? Увы, такое тоже бывает. Все же у нас пара выпадает король чаш и королева чаш. Тут какая-то семейная история в трансформации проясняется. И что же там из прошлого, в чем вы поставили точку? А это случится в тему, да, все то, что мы с вами говорили. Аркан влюбленная, отношения на новом уровне или новые какие-то, как новый уровень контактов, новый уровень взаимопонимания. Всегда ведь эта карта говорит, что сепарация, разделение– это только иллюзия. Вам придется быть дипломатами, мои дорогие. Правда, тут какая-то история, которая знакома. Может быть, она касается жилища напрямую или какой-то поездки, переезда. А у кого-то это и личная жизнь тоже. Может быть, и вашей работы.
у кого-то работа и на дому. Вот этот якорь, понимаете? Вы его достигаете, ну, сложным таким путем. Вы с чем-то не будете согласны, примите этого внимания. Вам придется, ну, как себя уговорить на что-то. Вот я такое могу предположить. Это не имеется в виду уговор, когда мы, ну, абсолютно совсем соглашаемся, да, и вот какое-то попустительство. Нет. Тут именно вот эта болевая точка вам о себе будет напоминать. История-то закончилась, событие само давным-давно прошло, да, а осадочек остался. И именно это где-то может быть связано с тем, что вам приходится себя уговаривать с тех позиций, что, но сейчас это наиболее предпочтительно, к примеру, да. Или сейчас это единственный вариант. Вот что-то такое. Потому что ведь тут договоренность. Тут умение взаимодействовать друг с другом как-то очень правильно. Ну, давайте мы узнаем, это о чем? Что же там из прошлого, в чем вы поставили точку? Ну, наверное, у кого что? У кого личная жизнь, у кого ваши планы. И по жезлам, да, это какое-то, может быть, как известие по части вашей работы, вашего бизнеса. Или ваших каких-то намерений, дополнительных доходов, ваших планов абсолютно точно, потому что придет какая-то новость. Или вы получите опять же какую-то бумагу. И вам, как знаете, жизнь на новом витке, на новом обороте, завершение одной эпохи жизни и тут же начало чего-то другого, иного, какие-то новые возможности. Может быть, это будет связано и с детьми у кого-то, почему нет? По пажу жезлов проходят и дети иногда, даже на наши взрослые, но иногда это просто вести. И паж жезлов подбросил вот этот единственный жезл, и он как будто, очертив один круг, один оборот, выходит на новый виток. Вот на новом витке. Тут, правда, передумать что-то придется. Явно есть тут та персона, которая видит в вас продолжение. Но вы знаете, рыцарь чаш– это вдохновение, это хорошее настроение, это точно. Какая-то конфронтация будет сведена к нулю, но все же рыцарь чаш– это не та персона, которая говорит о том, что мы можем на нее надеяться. Поэтому надейтесь сами на себя. По семерке пентаклей это может быть действительно как начало-начал. Мы словно садим зернышко в землю в надежде получить дерево, денежное дерево буквально. У кого-то вопросы, связанные с финансом. Может, с финансами. Может быть, некоторые темы по финансам вам еще придется решать. И придется договариваться. Поэтому и сепарация тут тоже только иллюзия. Но вот смотрите, уже больше не достаю. 21-й аркан– мир. Но мы надеемся, что и мир, и покой, и как-то больше именно желание слышать друг друга или использовать вот эту дипломатию в мирных целях или к тому, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Вот правда. Для вас особенно это имеет смысл. Вы какие-то итоги подводите, мои дорогие. Но карта заключительного такого итогового состояния, который говорит о том, что для вас сейчас нет ничего невозможного. Но ближайшие, как минимум 3 недели, они для вас формируют какое-то более далекое будущее. Поэтому и не потерять времени, да, может быть, и поднажать в конце, как будто придется, да, решать в каком-то ускоренном режиме некоторые вопросы, которые вы себе распланировали как-то иначе. От этого именно составляющая на будущее будет период тоже зависеть или даже в каких-то согласованиях. Но даже если мы, вот посмотрите, третья позиция, мы сказали, как разделение, сепарация, конфликт– это только иллюзия. Будет зависеть от того, как ты договоришься. И если договоришься, вы получаете какой-то итог, который вас всецело радует, мои дорогие тельцы. Карта совет. Приготовьтесь к тому, по рыцарю мечей, что вы правда можете получить какую-то новость. Будут сроки сдвигаться, когда вам, словно налегке, так собрался, отправился и куда-то поехал. У кого-то, может быть, и на дистанцию, более далекую, а у кого-то просто какие-то организации, согласования, когда вам нужно быть в назначенном месте, в назначенный час, и это будет сдвигать ваши планы.
Иногда по этой карте проходит бунтарь без причины, поэтому тут могут с вами спорить. Эта карта, тем не менее, как совет, она говорит о том, что будьте честны сами с собой. Ведь это карта, когда мы ищем истину, и мы ее находим. И я говорила, вы не совсем будете согласны, поэтому внутренние ваши ощущения, мысли, может быть, мысли, образы, как вы это себе представляли, но не совсем будет все так развиваться. Поэтому будьте готовы как и корректировать планы, так и к своему восприятию такому, да. Для вас это будет важно почему? Не устройте себе какую-то глубокую философию и не устройте себе, как знаете, какую-то паузу, потому что по этому аркану проходит еще и скорость. Мы должны как-то быстро реагировать, и не время эмоций, мои дорогие. А вот вы как раз будете сталкиваться с разного рода эмоциями людей извне. И что бы вам тут ни транслировали, или что бы вам ни обещали, вот абсолютную ясность ума и холодную голову карта советует сохранять. По крайней мере, на 3 недели, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя, а я хочу вас поблагодарить за ваши теплые, такие душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и переходите на мой сайт, читайте мои статьи. Мне очень приятно, когда вы тоже пишете свои отклики. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть у вас все получится.